Привет, я Алекс. И сегодня у нас день разборок. Ну, простых разборок. Есть вот такая штука. Кто-то уже видел, кто-то еще хочет только. Это геймпад для Xbox серии Elite. Он какой-то совершенно безумно дорогой, но они ломаются. Это приятно. Ну, не тем, кто купил его в магазине, а тем, кто может его купить как сломанный и отремонтировать. Вот это как раз для меня приятно. Я даже не скажу, сколько он стоит новый, там что-то то ли 200, то ли 300 евро. А с рук такой стоит, ну не знаю, мне вот больше 20-30 за них давать уже жалко. Почему? Там есть плата контроллера, само собой. И если сдох контроллер, то поменять его практически нереально за какие-то вменяемые деньги. А вот если сдохли там джойстики, вот кнопки перестали нажиматься, вот это наш вариант, вот это ремонтируется и недорого ремонтируется. Так что вот в варианте, когда вам его продают и говорят, нет, ну вот давай полцены, за 100 евро он не нужен сломанный, поверьте. С него даже запчастей на эти деньги не взять будет. То бишь, вот, чтобы сделать из двух один, ну, потому что замена джойстика вот внутри, вот не кнопки, а вот то, что там внутри шевелится, сам джойстик стоит в районе 1 евро. Все поняли, да? Кнопки тоже примерно таких же денег стоят. Вот весь обвес, вот все вот эти магнитные кнопочки, вот там вот такое снимающееся, оно стоит там в пределах 8, может 10 евро вот за все вместе. То бишь вот на детали это мы не берем. Вот эта вот часть, вот эти вещи тоже дешево меняются. Вот, сами крышечки кнопочек. Вот опять же вот сюда посмотреть, вот эта штучка с рифленой резиновой поверхностью, вот ровно до половины, вот разрез виден, вот отсюда вот, она снимается, она тоже меняется. Недорого. То бишь, видите такой евро за 20, за 30, берите. Если видите такой за 50, ну, говорите, знаете, ребята, я лучше куплю 3 обычных. Вот. И вы ничуть не прогадаете. Да, в чем отличие? Отличается вот с задней стороны, вы видите такие зеленые точечки, сюда вставляется так называемая лягушка, то бишь кнопки, которые дублируют вот эти 4, вставляются рычажки, которыми можно управлять вот отсюда. Сейчас я их прям при вас поставлю парочку, чтобы было понятно. То бишь вот он у нас рычажок лягушки. Он, вот, давайте поближе. Вот он. Он металлический, он вставляется прям вот на ходу. Раз, все, он встал. Ну, на самом деле это отсюда. Вот. Раз встал. И 2 встал. Так, я их, конечно же, перепутал, но это не очень сильно важно. Так, вот еще раз. Вот они кнопки. Вставили один. Он сам садится на магнит. И сейчас в дырку попаду сбоку. Вот. Вставили второй. Ну, в любом сочетании. Вот. Ну и со второй стороны также. Теперь вот они нажимаются. В чем смысл? Типа вот когда вы одной рукой дергаете джойстик, чтобы нажать на кнопку, нужно палец снять, нажать на кнопку. Когда есть вот эти вот задние, вы не снимая нажимаете другими пальцами. Ну, я не уверен, что за это можно и нужно платить лишних 200 евро. Но вот оно есть. Вот. Зачем я снимаю этот ролик? Я пошарился по интернету
в очередной раз, когда меня попросили, типа, вот, ты их ремонтируешь, скажи, как его разобрать и не сломать. И я попытался человека отослать в YouTube, типа, посмотреть, там наверняка есть. Так вот, нет, не нашел. То бишь, я нашел несколько роликов, где вот показан, вот он такой. Дальше начинаются какие-то судорожные подсовывания, вот обычно с этой стороны начинаем, кусков пластмассы, типа мы разбираем. И потом монтаж, все, он уже разобран. Ничего этого делать не надо, уверяю вас. Так вы его можете сломать, но не разобрать. А вот чтобы правильно разобрать, сейчас мы этим и займемся. Что понадобится? Любой кусок пластика с острым концом. Пластика, чтобы не поцарапать корпус. Отвертка. И 2 наконечника. Т6. Ой, этот у нас Т8. Вот. Чуть побольше, чуть поменьше. Ну и сам вот пульт. Дальше. Что делаем? Снимаем все кнопки. Все. Следующее. Вот это надо снять. Не просто отковыриваются. Попробую, чтобы видно было. Вот. Все. Бояться не надо, тут просто защелки. Приоткрыли. И со второй стороны. Ломать тут нечего, тут просто защелки. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Большим. Пятый под наклейкой. Она же гарантийный стикер. Все, 1, 2, 3, 4, 5. Все. Вот, ничего не надо ковырять. Все снимается. Теперь, ну, вот эти снимаем, да.
Вот у нас уже джойстики появились. То, что они вот залипают в крайнем положении, это нормально. Когда установлены вот плюшки и в дырки, они до этого положения не доходят. Дальше снимаем вот это, кнопки. Вот эти. Просто чуть приподнимаем туда вот. И кнопку надавить. Все. Сошло. Кнопка — это переключение сетапа. Она с одной стороны округлая, округлой стороной вверх, вот туда вот. Кнопка. Теперь все у нас вот появилось. Просто берем и вытаскиваем. Вот здесь вот тянем. Все. Разошлось. Шнур можно снять как? Вверх подняли. Все. Здесь вот эта плата — это для лягушки. Для установки шлейфа вот сюда вот обратно проще ее снять. Все остальные действия выполняются вторым маленьким. Магнитики трогать не надо. Так. Двигатели выпадают сами. Это нормально, что он так шевелится. Чтобы снять кнопки бампера, их нужно отвинтить с этой стороны. Ну, пусть остается. Вот он. Это двигатель вибратора. Собираем в обратном порядке. Просто вот этот зубчик будет болтаться двигатель, так что пусть он лучше собран будет. Зачем снимать вот это? Оно продается отдельно разных цветов. Так что можно вот поставить себе другой. Так, главное.
Для замены джойстиков вот этих нужно снять плату. Раз, два, три. Раз, два, три. А, еще вот эти два забыл. Плата легко снимается. Вот, все. Аудио. Этим вверх. Все. Уже можно снимать, менять джойстики. На что обратить внимание? Вот эти вот вещи лучше почистить спиртом изопропил. Вот он сюда вот. Как входит плата? Вот раз разъем, два разъема. И тут раз разъем, два разъема. Собираем теперь все это. Вот это. Подсунули, стал, все. Посадили. Проверяем. Все село. Разъем сел. Это постоянно выпадает. Проверяем. Все на месте. Кнопки просто снимаются. Дальше. Давайте вот это сюда. Дальше ставим зеленую кнопку. У нее тут специальное место есть. Поставили.
теперь вот это. Вот здесь кнопки и ушки. Туда должны встать вот эти вот толкатели. То бишь вставляем. Ну вот, разъем. Попали. А теперь нужно аккуратно чтобы вошло здесь. Все. Вот это должно проверить. Нажимается. Хорошо. Дальше. Помним, куда это. Так вот. Вот так. Вставляем и опускаем. Большие. Собираем вот этим сначала вот сюда. Главное. Вот контакты. И должны пройти сюда. Они любят загибаться.
Один есть, второго нет. Вот. Один есть, второй есть. Вот. О, все, все. Это обязательно надо сделать. Теперь они вытянутые. Вот туда. Ну, да, вот кнопку. Первый этот. Проверяем. Видим? Никак. Значит, не вошел. И этот также. Вошли. Все. Теперь этот. Все. Ну вот и все.
Вот, мы с зелененьким закончили. Теперь у нас есть снова собранный пульт. Обязательно проверьте бамперы после сборки. Вот нижние имеют свойство выскакивать. По времени сборка-разборка час. Это значит, что замена бампера на цветной кому-нибудь — это час работы. У нас час работы стоит от 40 до 50 евро. В вашей стране не знаю, где вы это смотрите. Так что вот поменять копеечную деталь 50 евро, 40 по знакомству. Поменять джойстики 2 часа 100 евро. Хотите, вот теперь вы знаете, как разобрать самому, сэкономить там полтинник. Что я еще хочу сказать? Лишний раз не разбирайте. Работает, не трогайте. Потому что тут не винты, тут шурупы. Они ввинчиваются в мягкий пластик. Ничего хорошего не будет, если вы будете часто это вот вкручивать и выкручивать. Просто станут большими дырки. Он разболтается по-русски. С этим все. Как продиагностировать, вот, что здесь не так, какой джойстик, я запущу после конечной заставки, после последнего слова своего заключительного. Это можно сделать в Xbox прямо в настройках. Все. Пока-пока. Там, не знаете, куда-нибудь нажмите, на что-нибудь подпишитесь. Все про это говорят. Не знаю, нужно ли это вам. Все, пока. Так, для проверки идем в настройки. Нормально. Вот он. Нажали, отпустили, а он тормозит. О. Вообще убежал и застрял.